Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале Paintshop полезный и не очень. Сегодня у нас будет очередная распаковка. Да, на этот раз не телефона, не смартфона, а, как вы уже догадались по названию ролика, воздуходувки. Почему решил приобрести? Ну потому что надо обслуживать свое железо. С компьютера засоряется системный блок, тот же ноутбук всасывает в себе много очень пыли, поэтому не хочется разбирать технику, но хочется более-менее качественно ее прочистить. Как раз на этот счет вот и нужна такая воздуходувка. Давайте приступать, но перед тем как мы вскроем ее, попросил бы вас немного об активности. Поставьте лайк под этим видео, напишите, ребят, в комментариях, как часто вы обслуживаете свое оборудование, и подпишитесь, если до сих пор не подписаны. Спасибо. Ну а теперь давайте приступать. Погнали! Так, заказывал я на Яндекс.Маркете. Все пришло очень быстро. Ну, Яндекс.Маркет, в принципе, меня радует. Я не знаю, у них не было никаких каких-то зашкварных ситуаций, в которых бы они присылали что-то убитое. Ну, по крайней мере, я с такими ситуациями не сталкивался. В отличие от, допустим, нашей Почты России. Вот пришло в таком вот черном пакете все это дело, упаковано. Пришло буквально за один день, по-моему. Походу, у них где-то на складе она лежала. Поэтому очень быстро. Давайте. Скотчем перемотано. Привез курьер прямо до двери. У меня был подключен Яндекс Плюс, поэтому очень удобно. Вообще замечательно. Давайте, раскрывайте я. Вот она. Вот она наша. Так, все. Больше нам этот пакет не нужен. Вот. Воздуходувка. Заказал самую дешевую, потому что она не нужна мне мощная. Там, посмотрел по количествам ваттов. Я буду использовать чисто для компьютерного железа. Фирма Deco. Сейчас я посмотрю, я уже не помню, за сколько я ее заказывал. Deco BL600. Вот, в принципе. И все. EAS. Таким кусочком скотча она упакована. Открываем. Так, давайте открываем коробочку. Так, что нас встречает сразу же? Нас встречает вот такой мешочек, я так понимаю, это для сбора пыли. Да. Такой замочек на молнии. Потом он крепится на обратную сторону. Пыльный мешок, в общем. Сама вот эта вот трубочка продолговатая, она у нас не эластичная, то есть такой вот твердый пластик. Но мне это не критично. В углу я не собираюсь никуда залазить, поэтому я ее чисто для продувки системника буду использовать. Да, нормально. Так, далее. Ну и непосредственно сама воздуходувка. Давайте пока мы ее отставим в стороночку. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас инструкция еще есть. Так, ну все, больше коробки у нас ничего нет. Давай в стороночку. Так, инструкция. Так, инструкция. Воздуходувка садовая, электрическая. Deco BL600. Инструкция. Напряжение у нас показано. Мощность 600 ваттная. Скорость холостого хода 13 тысяч оборотов в минуту. Ну и в принципе правила эксплуатации, правила безопасности. В принципе все. Вот здесь QR-код можно отсканировать, в принципе. Какие кнопки здесь показаны. Ну, гарантийный талон. Да. Все. В принципе, больше нам инструкции не нужно. Две кнопки разберемся, я думаю. Так, ну, а теперь сама воздуходувка. Ну, довольно-таки она увесистая, ребят. В таком вот пакетике она поставляется. Деко. Здесь какой-то неправильно на саморезах закручено, да. Конечно, качество такое себе оставляет желать лучшего. Так, здесь у нас этикеточка, на которой вынесено напряжение, 600 ваттная, скорость вращения. Это, я так понимаю, 2,3 метра кубических в минуту. Это всасывание, наверное, воздуха. Рычажок сам. Ну и кнопочка, элемент питания, включения. Все. Катушечка здесь такая вот стоит. Так, давайте, ребят, проверим, сколько она сразу же весит. В принципе, не тяжелая. Я думаю, в руках держать ее долгое время будет
вполне себе комфортно. Так, давайте проверим длину шнура и будем ее включать. Так, шнур такой качественный довольно-таки. Вот здесь у нас такой резиновый уплотнитель, чтобы у нас не перегнулся провод. Это хорошо сделано, потому что многие садовые воздуходувки, читал, у них вот это качество провода начинает трескаться. Этот вроде эластичный такой, нормально. Так, ну длина провода, сейчас я вам скажу, ребят. Длина провода где-то метр 20. Вот такая, довольно-таки нормальная. Для продувки оборудования, я считаю, самое-самое то. 600 ваттная, неизбыточная мощность, поэтому замечательно. По элементам управления у нас кнопочка включения, это у нас блокировочка, кнопка блокировки. Ну, непосредственно все, больше ничего нет. Больше ничего здесь у нас нет. Давайте продемонстрирую, как она. Вот так просто насаживаем, смотрите. Очень просто. Оп. Повернули, все. Оно у нас готово. И можно включать, продавать. Давайте проверим ее. Как она у нас вообще работает, не работает. Сейчас. Давайте пробовать включать. Нереально мощно, если честно, ребят. Смотрим. Да. Прекрасная штука. Вполне себе замечательно. Что здесь больше особо добавить нечего. Пластик обычный вполне. Вот такие саморезы, конечно, так себе качество вкрученные. Вот эти вот заусенцы видим, что качество сборки, конечно, оставляет желать лучшего. Такое себе. Но я понимаю, что это один из самых дешевых вариантов. Поэтому что-то ждать от нее сверхъестественного не приходится. Будет выполнять свою функцию, это самое главное. Год гарантии, поэтому я думаю, особо напрягать ее сильно не буду. Она мне будет чисто для продувки моей компьютерной техники. Так, ну что, ребят, давайте я вам продемонстрирую, как наша воздуходувка будет чистить. Вот такой он на системный блок перенесли на прочистку, на продувку. Мы его и прочистим как раз этой же самой воздуходувкой. Так, самое главное, ребят, самое главное, это убедитесь, что все ваши вентиляторы свободно вращаются, чтобы не было никаких перекосов. Иначе лопасти могут просто отломаться, потому что скорость очень высокая. Ну и контролируйте расстояние. Обязательно контролируйте расстояние. Просто очень мощная штука. Реально, даже 600 ваттник самый минимальный. И то для компьютерного железа нужно аккуратненько это все делать. Давайте приступать к блоку питания. Фу-фу-фу. Так, теперь видео. Так, теперь вентилятор на процессор. Фух. Производить, конечно, лучше это все на открытом воздухе, либо где-нибудь в ванной, если у вас нет возможности. Потому что пыль кошмар. Да. Давайте берем этот скотч. Да и эти вентиляторы тоже. Видим. Видим. Так, теперь сам процессор продуем.
Вот такие вещи. Идеальная она у нас для продувки. Прекрасно. После того, как мы все прочистили, давайте я вам покажу, как использовать его вместо пылесоса. Делаем все наоборот. Соответственно, смотрите. Откручиваем. Закручиваем его сюда. Устанавливаем. В другую сторону. Оп. Все. Провернули. Против часовой стрелки закрепили. То же самое. Только мешочек вставляем сюда. Вставили. Вот так. Вот. Ставим, все. Все. И теперь можно его использовать как пылесос. Прямо в мешочек. Потом, она очень шумная, но и очень мощная. Все, покрутили. И вот у нас весь мусор здесь в мешочке. Очень удобно. Молния. Отстегнули. Выпотрошили. Все, что у вас есть в мешочке. Все. В целом, неплохая воздуходувка. Очень мощная, это ее плюса. Ну и очень шумная. Но здесь по-другому никак. Так, ну что, ребят, спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставим пальцы вверх, кому видео было полезным. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. Пишите внизу в комментариях, как часто вы обслуживаете свою технику. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.